Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Les peuples de Gênes et de Luc qui viennent présenter leurs vœux à Monsieur Bonaparte. Monsieur Bonaparte assis sur un trône et exaucant les vœux des nations. Adorable. Non, mais c'est à en devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête.
Известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, давала у себя такие вечера, какие она одна имела дар устраивать. L'équilibre européen et les droits des gens. Un seul empire puissant comme la Russie, réputé barbare, se mettant honnêtement à la tête d'une alliance qui aurait pour but l'équilibre de l'Europe et le monde. Сегодня Анна Павловна угощала своих гостей французским аристократом Виконтом Мортемаром, бежавшим в Россию от ужасов антихриста Наполеона Бонапарта. Ne sera jamais détruite par les intrigues, la violence, l'exil et les condamnations. L'exécution du duc d'Enghien Казнь était une герцога nécessité Ингиенского politique. была государственная необходимость. Dieu, mon Dieu. Ne voulez-vous pas passer à l'autre table, monsieur Pierre? Oui, Napoléon est grand. Нет, La Наполеон révolution велик. a été Революция была великое une дело. grande œuvre. Et Ma tante désire faire votre connaissance, monsieur Pierre. Вы меня извините, мой милый Виконт, но этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер. В салоне Шерер собирался цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества, как говорила сама Анна Павловна. Нигде, как на этих вечерах, не выказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного петербургского общества. Vous savez, mon mari m'abandonne. Вы знаете, мой муж покидает меня, идет на смерть. Quoi, c'est Скажите, зачем эта гадкая война? Vous vous Вы enrôlez pour la собираетесь на guerre, войну, mon prince? князь? Le général Генералу Kutuzov a bien Кутузову voulu de угодно moi меня pour к être себе в Élise, адъютанты. votre А Лиза, ваша жена, Elle ira. она поедет в деревню. Comment, n'avez-vous pas honte de nous priver Как de вам не votre грех ravissante лишать petite нас вашей femme? прелестной жены? Cher Hippolyte, vraiment, je ne comprends Милый pas. Ипполит, я не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? D'Enghien est mort par grandeur d'âme. Bonaparte avait des raisons personnelles de lui en vouloir. Ah, voyons, contez-nous cela, Vicomte. Что ты сделал с мадемуазель Шерер? Она теперь совсем заболеет. Нет, этот аббат очень интересен, только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен. Но я не умею, как это сказать, но только не политическим равновесием. Нельзя, Моншер, везде все говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился наконец на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Но он масон должен быть. Все это бред, не поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии? Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Если бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил в военную службу. Ну, помогать Англии, Австрии против величайшего человека в мире. Это нехорошо. И ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Это-то и было бы прекрасно. Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет. Ну, для чего вы идете на войну? Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду
Я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне. Отчего я часто думаю, отчего она не вышла замуж? Как вы все глупые, все, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер. Я и с мужем вашим все спорю. Не понимаю, зачем он хочет идти на войну. Когда вы едете? Oh, ne me parlez pas de ce départ. Ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler. Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения. И потом, ты знаешь, Андре, j'ai peur. J'ai peur. Чего ты боишься, Лиза, я не могу понять. Вот как все мужчины эгоисты. Все эгоисты. Сам из-за своих прихотей, бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревне одну. С отцом и сестрой не забудь. Все равно одна, без моих друзей. И хочешь, чтобы я не боялась. Все-таки я не понял, чего ты боишься. Non, André. Je veux dire que vous avez tellement changé. Твой доктор велит тебе раньше ложиться. Ты пошла спать. Что мне за дело, что тут месье Пьер? Я давно хотела сказать тебе, Андрей. За что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что? Лиза. Ты обращаешься со мной как с больной или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад? Лиза, я прошу вас перестать. Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал от чего, потому что... Нет, извините, чужой тут лишний. Нет, успокойтесь. Прощайте. Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобой вечер. Нет, он только о себе думает. Лиз! Mon Dieu, mon Dieu. Бонсуар, Лиза. Никогда не женись, мой друг. Вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог. До тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбрал. Пока ты не увидишь ее ясно. Ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком никуда не годно, а то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Ты говоришь Бонапарт и его карьера. Ты говоришь Бонапарт. Но Бонапарт, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели. Он был свободен. У него ничего не было, кроме его цели, и он достиг ее. А тут гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество. Вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе. Обо мне что говорить? Что я такое? Незаконный сын. Без имени, без состояния. И что ж, право, я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами. Ты мне дорог особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Выбери, что хочешь. Кавалергард, дипломат. Это все равно, ты везде будешь хорош, но одно. Перестань ты ездить к этим курабинам, вести эту жизнь. Как это не идет тебе? Все эти кутежи, гусарство и все. Знаете что? Серьезно. Я давно это думал. С этой жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду. Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить. Честное слово. Петруша, ну-ка ты!
силач. Стой, Курагин, слушайте! Если кто сделает то же, то я плачу 100 империалов, понимаете? Well, drinks a whole bottle of rum sitting behind the window. Мирно! Господа, это глупости! Он убьется до Много ты смерти! его испугаешь. Он убьется. Что тогда, а? Ежели кто ко мне еще будет соваться, я того сейчас спущу вот сюда. Ну! Пусто! Господа, я тоже сделаю. Я выпью. Давай бутылку рома. И пари не нужно. Вот что. Пускай, пускай. У тебя и на лестнице голова Вели кружится, дать а? бутылку, я сделаю. Вели. А слушай, я держу с тобой пари, но завтра. А теперь мы едем к актрисам. Едем! Едем! Книжку с собой берем. Князь Василий пожалуй. Должно быть, графу Безухову совсем плохо. Я очень жалею бедного графа Безухова. Здоровье его и так плохо, а теперь это огорчение от сына, это его убьет. Да что бишь они сделали? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция, понимаете. Они поймали Квартального, привязали его спина спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а Квартальный на нем. Хороша, Машер, фигура Квартального. Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф? Долохов разжалованы солдаты. Анатолий Курагин этого отец как-то замял, а Пьер Безухов выслан в Москву. Надеюсь, в Москве у нас его никто не примет. Мне хотели его представить, я решительно отказалась. У меня дочери. Однако, Машер, это славная штука. Хороша фигура была у Квартального. Я воображаю. Мсье Пьер,
Моншер Пуртульянта, ты ее все балуешь. Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас. Какое прелестное дитя. Порох в меня пошла. Да, славные ребята. Соня, что с тобой? Можно ли это? Ничего, ничего. Оставьте меня. Соня, мне весь мир не нужен. Она для меня все. Я докажу тебе. Я не люблю, когда ты так говоришь. Не буду. Ну, прости, Соня. Хорошо. Борис! Борис, подите сюда. Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда. Какая же это одна вещь? Поцелуйте куклу. Не ходи. Ну так подите сюда. Ближе. Ближе. Еще ближе. А меня хотите поцеловать? Именинница, дорогой, с детками. Ты что, старый греховодник, чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде. Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут, хочешь не хочешь, надо женихов искать. Ну что, казак мой, знаю, что зелье, девка, а люблю. Эй, любезный, поди сюда. Поди, любезный. Подойди, любезный. Я и отцу твоему, правда, наговорил, когда он в случае был, а тебе ты Бог велел. Хорош, нечего сказать, хорош мальчик. Отец на дре лежит, а он забавляется. Квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно. Лучше б на войну шел. Ну что ж, к столу я, чай пора. Манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге. А сам видно, он уже доставлен главнокомандующему в Москву. И зачем это нас нелегкое несет воевать с Бонапартом? Он уже сбил спесь с Австрией.
Боюсь, не пришел бы теперь наш черед. А затем, милостивый государь, затем, что император это знает. Ах, Ерема, сидел бы ты дома, тащил бы свои веретена. Это к нам идет удивительно. Мы должны драться до последней капли кровь и умереть за своего императора. И тогда все будет хорошо. А рассуждать как можно меньше. Так старые гусары судят, вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар, а? Совершенно с вами согласен. Я убежден, что русские должны умирать или побеждать. Настоящий гусар, молодой человек. О чем вы там шумите? Что ты под стол стучишь? На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой? Я правду говорю. Все на войне. Ведь у меня сын идет, смотри. Сын идет. А у меня 4 сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья. И на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует. Это так. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером? И что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе? Я об одном не перестаю молить Богу, мой кузен. Чтобы он помиловал его и дал его прекрасной душе спокойно покинуть эту землю. Да, это так. Но, наконец, дело в том, ты сама знаешь, что граф написал завещание, по которому все имение, помимо прямых наследников, отдавал Пьеру. Мало ли он писал завещание. Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный. Как ты не понимаешь, Катиш? Наконец, ты так умна, как ты не понимаешь? То есть ли граф написал письмо государю, в котором просит признать сына законным. Стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов. И тогда он по завещанию получит все. Мама велела вас просить танцевать. Я боюсь спутать фигуры. Но если вы хотите быть моим учителем... Семен, Данила Купора, знаешь? Смотрите на папа! Смотрите на папа! Смотрите на папа! Батюшка-то наш, орел.
святый, благоутробней и многомилостивый Господи Иисусе Христе, простри руку Твою крепкую и сильную на раба Твоего Кирилла. Молимся все и просим, милостивное человеколюбие Твое, сам раба Твоего Кирилла, кающегося о своих согрешениях, прими Твоим человеколюбием. Тебе бы подобает всякая слава во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Может быть, граф не звал меня, я пошел бы к себе. Ах, мой друг, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной. Предел человеческий положен. Его уже не предишь. Не было случая, чтобы столетий года жив оставался. Какой свежий был мужчина. И кому пойдет это богатство? Охотник найдутся. Не унывать, мой друг. Он велел вас позвать. Это хорошо. Пить? Вера, может быть, князя Василия позвать? Другой бачок перевернуться хотят. Увы мне блудному, увы мне окаянному, яко руце простираю к моим другом, и слезы от очию проливаю, но никто же, милой мя, о мне плачете, о мне рыдайте, человецы, не милостивно, бо душа моя от тела разлучается. Что он, как это
Пустите! Пустите, я вам говорю! Милая, добрая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, живо домой. Я вам говорю, я беру все на себя, вы не знаете, что вы делаете. Мерзкая женщина! Пустите! Пустите! Что вы делаете? Он умирает, а вы меня оставляете одну! Вы этого ждали. Радуйтесь теперь. Сколько мы грешим, сколько мы обманываем. И все для чего? У меня 6-й десяток, мой друг. Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. Нет. Его нет более. Пойдемте, я провожу вас. Старайтесь плакать, ничто так не облегчает, как слезы. Бог поддержит вас. Вы молоды, вот теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич Болконский, по прозванию в обществе прусский король, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью княжною Марией.
Здорово. Ну так садись. На завтра. Постой, письмо тебе. От Элоизы. Да, от Жюли. Еще 2 письма пропущу, а 3 прочту. Боюсь, много вздору пишете. 3 прочту. Прочтите хоть это, батюшка. 3 я сказал. 3. Ну, сударыня, треугольники эти подобны. Изволишь видеть сторону углов А, Б, С некоторого треугольника, соответственно, Строгого порядка, по параллельны которому или шла жизнь в лысых перпендикулярны горах, сторонам углов не могло нарушить даже предстоящее сегодня прощание с сыном. Как я узнаю его всего тут. Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его. Садитесь, садитесь. Михаил Иванович, садитесь. Ходить надо. Ходить как можно больше. Как можно больше. Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение. Пожалуйста, Андре, для меня. Едешь? Пришел проститься. Целуй сюда. Спасибо, спасибо. За что вы меня благодарите? За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо. Ежели нужно сказать, что говори. Эти 2 дела могу делать вместе. А жене мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю. Что врешь? Говори, что нужно. Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был. Я знаю, что никто помочь не может, коль натура не поможет. Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится. Сделаю. Плохо дело, а?
Что плохо, батюшка? Жена. Я не понимаю. Да нечего делать, дружок. Они все такие. Не разженятся. Ты не бойся. Никому не скажу. А ты сам знаешь. Что делать? Красиво. Я все сделаю, ты будь покоен. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Балконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда. Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь. Вот ломбардные билеты, письмо. Это премии тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя, найдешь пользу. Все исполню, батюшка. А теперь прощай. Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет. А коли узнаешь, что ты повел себя не как сын Николая Балконского, не будет стыдно? Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка. Еще я хотел просить вас. Если меня убьют, и если у меня будет сын, не отпускайте его от себя, чтобы он вырос у вас. Пожалуйста. Жене не отдавать. Простились. Ступай. Ступай!
50-тысячная русская армия под командованием Кутузова вступила на территорию Австрии, чтобы соединиться с союзной армией австрийского генерала Макка для совместных действий против Наполеона. Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу. А то нет, вовсе кривой. Нет, брат, глазасти тебя. Сапоги и подводки, все глядел. Как глянет он, братец ты мой, на ноги мне, ну, думаю. Пропал, Как бы привал сделали, а то еще верст 5 проплел. Вот-то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно. Все как будто поляк был, все русской короной. Нынче, брат, сплошной немец пошел. Ох, вы сени мои, сени, новые мои, сени, новые, решетчатые, уж как мне по этим семечкам гитар животи, мне Миланушка за рученьку не в животи. Да здравствуют австрийцы! Да здравствуют русские! Да здравствует весь свет! Ну что, князь? Приказано составить записку, почему не идем вперед. А почему? Нет известия от Мака? Нет. Ежели бы правда, что Мак разбит и союзная нам армия уничтожена, так пришло бы известие. Вероятно. Генерал-аншеф Кутузов. Генерал-аншеф занят. Как прикажете доложить? Генерал-аншеф занят. Вы видите несчастного Макка. Ты что так мрачен? Веселиться нечему. Идут. Посторонитесь. Дорогу.
Ich habe die Ehre zu gratulieren, Exzellenz. Ich habe die Ehre zu gratulieren. Имею честь Генерал Мак поздравить, ist ganz генерал gut Мак angekommen. приехал. Hat sich bloß ein wenig Совсем здоров, только немного тут зашибся. Gott, wie naiv. Ежели вы, милостивый государь, хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать. Но объявляю вам, что ежели вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя. То, что я поздравил только. Я не шучу с вами, извольте молчать! Ну что ты, братец? Как что? Да ты пойми, что мы или офицеры, которые служим своему царю и отечеству, и радуемся общему успеху, и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. 40 000 человек погибло, и союзная нам армия уничтожена. А вы можете при этом шутить! Мальчишкам только можно так забавляться. Прелестно, как сразу видно гасконцев. И что же? Они отправляются втроем и берут мост. Французы переходят мост и теперь со всею армией по сю сторону Дуная. Ну, ежели Тоборский мост перейден французами, значит, армия Кутузова отрезана. Она погибла. В этом-то и штука. Погодите. У меня есть на вас виды на этот вечер. И правда ли она восхитительна? Счастлив будет тот, чьею она будет. С нею самый несветский муж будет невольно занимать самое блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотел знать ваше мнение. Да-да, хорошо. Ну, князь, прощай. Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг. Садись со мной. Ваше Высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона. Садись. Мне хорошие офицеры самому нужны. Самому нужны. Еще впереди много всего будет. Ежели из отряда князя Багратиона завтра придет 1/10 часть, я буду Бога благодарить. От этого я и прошу отправить меня в этот отряд. Багратион должен был с 4000 голодных, измученных солдат удерживать в продолжении суток всю неприятельскую армию. Это время было необходимо Кутузову для того, чтобы вывести свою обремененную обозами армию из-под удара втрое превосходивших сил французов.
Ну что же это, господа? Ведь нельзя же отлучаться так. Ну вот вы, господин штабс-капитан. Ну как вам, капитан Тушин, не стыдно? Вам бы кажется, как артиллеристу надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог. Очень хороши будете. Извольте отправляться к своим местам, господа. Все. Солдаты говорят, разумши словчее. Извольте отправляться. Все ближе и ближе подходила эта торжественная минута, для которой было перенесено столько трудов, лишений, для которой по 15 лет вымуштровывались солдаты, оставлена была семья и дом, из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни, жили и двигались в чужом, неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни. Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию и труду, а путем обхода, атаки. Дома не очагами семей, а местом засады. Люди не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти. Нет, голубчик. Я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Да бойся, не бойся, все равно не минуешь. Все боишься. Эх вы, ученые люди. Вот и вы, артиллеристы, и ученые очень от того, что все с собой свести можно. И водочки, и закусочки. а все боишься. Боишься неизвестности. Вот чего. Как там не говоришь, что душа на небо пойдет? Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна. Угостите же травничком-то вашим, Тушин. Травничку можно. Все-таки будущую жизнь постигнуть. Началось. Вот оно. Началось. Вот оно. Страшно и весело. Началось. Вот оно. Началось. Вот оно. Задали приказ. Круши, Медведев! Горит Целград!
французы. Славно идут. Ранцы.
Я не подвигаюсь. Я упал. Я убит. Вот и люди. Они мне помогут. Что это за люди? Неужели французы? Господи, Боже, тот, кто там на этом небе, спаси, прости и заступи меня. Неужели ко мне? И зачем? Убить меня. А может быть и убить меня, кого так любят все. Что-нибудь не так. Не может быть, что они хотели убить меня. Про батарею Тушина было забыто. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло. Неприятель не мог предположить дерзости стрельбы 4 никем не защищенных пушек. Напротив, он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских. Господа, всем отходить. Всем отходить. Ну, Матвеевна, матушка, не выдавай. Ишь, задышала. Опять задышала. Капитан Тушин! Капитан! Что, вы с ума сошли? Нам 2 раза приказано отступать, а вы? Ничего. Я... Отступать! Все отступать! Ваше превосходительство! Вот 2 трофея! Мною взят в плен офицер! Рота может свидетельствовать, ваше превосходительство! Хорошо! Запомните, ваше превосходительство, разжалованный Долохов! Рано штыком! Я остался во фронте! Попомните, ваше превосходительство! Капитан Тушин, вам приказано отступать.
Ну, до свидания. До свидания, голубчик, милая душа. Прощайте, голубчик. Капитан, ради бога, я контужен в руку, ради бога. Я не могу идти, ради бога. Прикажите посадить, ради бога. Посадите, посадите. Подложи шинель, ты, дядя. Садитесь, милый. Садитесь. Пятитысячная армия Кутузова была спасена. На другой день французы не возобновляли нападение, и остаток Багратионова отряда присоединился к Кутузову. Болит, что ли? Брось, ради Христа. Мало ли за день народу попортили. Страсть. Ваше благородие, генералу здесь, в избе стоят. Сейчас, голубчик. Я особенно, причем должен заметить, на моих глазах. Благодарю всех, господа. Каким образом орудие оставлено? Не знаю, ваше сиятельство. Людей не было, ваше сиятельство. Да вы могли из прикрытия взять. Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин. Хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника. Ваше сиятельство. Вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел 2/3 людей и лошадей перебитыми, 2 орудия исковерканными и прикрытия никакого. И ежели ваше сиятельство вы позволите мне высказать свое мнение, то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Капитан Тушин, можете идти. Вот спасибо. Выручил, голубчик. Вот спасибо. На вчерашнем заседании Государственного совета наш новый генерал-губернатор Сергей Кузьмич читал раскрит государя из армии. Раскрит начинается словами. Сергей Кузьмич, со всех сторон доходит до меня слухи. Бедный граф никак не мог пойти далее. Как-таки не пошло дальше, чем Сергей Кузьмич. Да, не надо. Сергей Кузьмич со всех сторон
Сергей Кузьмич. Так, все хорошо идет. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет Сергей всхлипывание. Кузьмич, слезы. И со всех сторон заглушается. Видали? И опять платок, и опять Сергей Кузьмич со всех сторон. Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет, кто она. Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа. Нет, она прекрасна. Вы довольны нынешним вечером? Нынешние именины были для меня одними из самых приятных. Уже поздно, я... Ну что, Лора? Сергей Кузьмич со всех сторон. Сергей Кузьмич со всех сторон. Конечно, это очень блестящая партия. Но счастье, моя милая, Браки совершаются на небесах. Сергей Кузьмич. А в чем, собственно, состоял этот анекдот? Я его не расслышал. Я тоже не знаю. Алин, посмотри, что они делают. все тоже. Слава Богу, жена мне все сказала. Друг мой, Лёля, я очень, очень счастлив. Я любил твоего отца, и она будет тебе хорошей женой. Бог да благословит вас. Княгиня, иди же сюда. Ой. Дитя мое. Дай Бог. Дай Бог.
какими дети? Как эти? Теперь уж поздно, все кончено. Да и я люблю ее. Живузе. Аустерлицкое сражение современники назвали битвой 3 императоров. Императоры русский и австрийский делали смотр союзной армии. So ist es vorteilhaft, letzteren Flügel des Feindes zu attackieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobelnitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Tyrasserwalde verfolgen können. Die erste Kolonne marschiert mit dem linken... Что делать, если Наполеон перейдет в наступление? Это не предвидится. Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже за полночь, не может быть изменена. Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее, как выспаться хорошенько. Да, завтра. Завтра я это предчувствую. В первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. Михаил Ларионович, что вы думаете о завтрашнем сражении? Я думаю, что сражение будет проиграно. И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Хочу славы. Хочу быть известным людям. Хочу быть любимым ими. Ведь я не виноват, что я хочу этого. Что одного этого я хочу. Для одного этого я живу. Да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой, что же мне делать? Смерть, раны, потери семьи, ничто мне не страшно. Я все отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать. А ежели ничего не остается,
Кроме как умереть. Что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других. Die erste Kolonne marschiert mit dem linken Flügel von Auester durch Pellnitz. Jenseits des Defilés für die Deckung des linken Flügels stellen. Und sie selbst Ваше Высокопревосходительство, все исполнено. Что делают? Что делают? Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович? Я поджидаю, Ваше Величество. Поджидаю, Ваше Величество. Не все колонны еще собрались, Ваше Величество. Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки. Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете, Ваше Величество. vorwärts zu den Teichen, bis sie den Kopf der zweiten Kolonne nehmen. В 5 часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Это неприятель! Нет! Смотрите же! Братцы! Шабаш! Эй, куда прешь? Ты раненый? Рана не здесь, а вот где. Остановитесь! Болконский, что же это? Ребята, вперед!
Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу. Voilà une belle mort. Вот прекрасная смерть. Денисов! Приехали!
Василий Денисов, друг вашего сына. Милости прошу. Знаю, знаю. Николушка писал. Наташа, Вера, вот он, Денисов. Очень хорошо. Хорошо, отлично. Конечно, Марья. Батюшка, Андрей? Получил известие. В числе пленных нет. В числе убитых нет. Кутузов пишет. Убит? Батюшка, не отвертитесь. Будемте плакать вместе. Мерзавцы, подлецы! Губить армию, губить людей. За что? Пойди скажи Лизе. Батюшка, скажите мне, как это было? Иди. Убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья, иди и скажи Лизе, я приду. Мари, дай сюда твою руку. Вот. Слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его. Что с тобой, Маша? Ничего. Так мне грустно стало. Грустно об Андрее. Получили от Андрея что-нибудь? Нет. Ты знаешь, что еще не могло прийти известие? Но батюшка беспокоится, и мне страшно. Так ничего. Ничего. Митенька, скачи ты в Подмосковку и вели ты нарядить барщину Максимке Садовой, чтобы мне 200 горшков тут к пятнице были. Надо ведь еще пикси, земляники, ананасы съесть. Ничего, граф Голубчик.
пишет, что он с женой. Мой друг, он очень несчастен. Такая высокая небесная душа, этот молодой Безухов. Я постараюсь дать ему утешение. Да что ж такое? Долохов, Марья Ивановна, сын, говорят, совсем компрометировал ее. Пьер его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге. И вот она сюда приехала. И этот царь голова за ней. Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем. Но вы ему все-таки скажите, что он приезжал в клуб. Все рассеется. Пир герой будет. Что ж вы? Разве вы не слышите? Здоровье государя-императора! Я вас и не узнал. Что ж ты не возобновишь знакомство? Бог с ним, дурак. Здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона! Ну, теперь за здоровье красивых женщин. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. За красивых женщин, Петруша, и их любовников. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Не смейте брать! Не дам. Вы негодяй. Я вас вызываю. Может быть, я бы то же самое сделал бы на месте Долохова. Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль? Это убийство. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь. В эту важную, очень важную для вас минуту, граф, я не могу не сказать вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и не стоит того, чтобы из-за него проливать кровь. Вы были не совсем правы, граф. Вы погорячились. Да, ужасно глупо.
Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения. Позвольте мне переговорить. Ну, зачем же говорить? Все равно. Ну так готово. А может быть... Никаких извинений, ничего решительно. Вы мне скажите только, как, куда ходить и стрелять куда? Что? Ах, да, вот так. Я знаю, я забыл только. Ну, начинать? Что ж. Так как противники отказались от приведения, то не угодно ли начать? По слову «тги» начинать сходиться. Газ. 2. Тги. Нет, нет, не кончено. Пожалуйте к барьеру! Закройтесь! Боком! Закройте с пистолетом! Мимо! Мимо! Глупо, глупо. Смерть ложь.
Ну что, как ты чувствуешь себя? Я ничего. Но я убил ее. Убил. Она не перенесет этого. Она не перенесет. Кто? Мать моя. Моя мать. Мой ангел. Мой обожаемый ангел. Мать. Ростов, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бритер Долохов, жил в Москве с старушкой-матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат. Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? Я? Что? Я... Вот храбрец отыскался. Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что я вас спрашиваю? Коли вы не отвечаете, то я вам скажу. Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали, что Долохов мой любовник. И поверили. Ну, что вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, так это все знали. Ну, к чему это поведет? К тому, что я сделала с посмешищем всей Москвы. К тому, что всякий мог сказать, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, и который лучше вас во всех отношениях. И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? Потому что я люблю его общество. Да ежели бы вы были умнее и приятнее, я предпочитала бы ваше. Не говорите со мной, умоляю. А чего мне не говорить с вами? Я могу говорить и смело. Скажу, что редко та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников. А я этого не сделала. Нам лучше расстаться. Расстаться? Извольте только, ежели вы дадите мне состояние. Расстаться! Вот чем испугали! Я тебя убью! Тихо! Поди к Марье Богдановне и скажи только ей. Князь приказал спросить, что. Приди и скажи, что она скажет. Доложи князю, что роды начались. По поверью, чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает. Все старались притвориться незнающими. Никто не говорил об этом. Но во всех людях видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Бог помилует. Никакие доктора не нужны. Слышала, матушка, едут по проспекту кто-то.
с фонарями. Должно, доктор. Ах, боже мой. Слава Богу. Надо пойти встретить его. Он не знает по-русски. Здорово ли, княжна? Нет, это не может быть. Это было бы слишком необыкновенно. Какая судьба, Маша, милая. Она не удивилась, что он приехал. Она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Нельзя, нельзя. Зачем принесли туда ребенка? Ребенок? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок? Я вас всех любила, никому дурного не делала. И что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали? Ах, что и за что вы это со мной сделали?
Я не могу вам сказать, как много я пережил за это время. Да, много мы изменились с тех пор. Ну а вы, какие ваши планы? Да что про меня говорить? Отчего вы не служите в армии? После Аустерлица я это покорно благодарю. Если бы Бонапарт и стоял тут, у Смоленска, угрожая лысым гором, я бы и тогда не стал служить в русской армии. Слышали про дуэль? Да, ты прошел и через это. Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека. А чего же? Убить злую собаку даже очень хорошо. Убить человека? Нехорошо. Несправедливо. Ну, чего же несправедливо? То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться. Ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. Несправедливо то, что есть зло для другого человека. Но кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? Я знаю в жизни только два действительные несчастья. Угрызение совести и болезни. И счастье есть только отсутствие этих двух зол. Жить для себя, избегая только этих двух зол. Вот вся моя мудрость теперь. Да как же жить для одного себя? Нет, нет и 1000 раз нет. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Да, это учение Гердера. Но не то душа моя увидит меня. Жизнь и смерть. Вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться. И вдруг существо это страдает, мучается и перестает быть. Зачем? Не может быть, чтобы не было ответа. Ну да. Нет, я только говорю, что убеждают не доводы. А то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет. Да. В нигде. И ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул. Ну да, разве не то же самое и я говорю? Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно во всем. Ваше Светлость, легко как. Что? Легко, Ваше Светлоство. Что он говорит? Да, в весне верно. То зелено все уже, как скоро. И береза, и черемуха, и ольха уж начинает. А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб.
Ох, не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Не верю вашим надеждам и обманам. Да, он прав. 1000 раз прав этот дуб. Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман. А мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена. Надо доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. По опекунским делам Рязанского имения князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем дворянства графом Ростовым. Только еще один раз. Да когда же ты спать будешь? Я не буду, я не могу спать. Что же мне делать? Ну, последний раз. Ах, какая прелесть. Вот теперь спать и конец. Ты спи, а я не могу. Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть. Ах, какая прелесть. Да проснись же, Соня, ведь я такой прелестной ночи никогда не бывало. Нет, ты посмотри, что за луна. Ах, какая прелесть. Да поди сюда, душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки. Вот так. Подхватила бы себя под коленки. Туже, как можно туже, натужиться надо. И полетела бы. Вот так. Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны. Да где он? Да это тот самый дуб.
всех вас люблю и никому дурного не делаю. И что вы со мной сделали? Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно во всем. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне. Надо, чтобы и все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня. Чтобы не для одного меня шла моя жизнь. Чтобы на всех она отражалась. И чтобы все они жили со мною вместе.